Юрик, тебе будет интересна тема про как пережить расставание? Юрик? Да? Да? Приветик, друзья! Это Алиса. Сегодня с вами мы разбираем тему, как пережить расставание, как не страдать и как выйти на новый уровень. Оставайтесь со мной, и мы начинаем. Я хочу сказать, что эти слова, которые я буду говорить тут, у меня в потоке. И вы можете принимать их, а может быть и нет. Эти слова не всегда могут относиться к вам, это может быть относиться и ко мне. Я тоже, когда снимаю видео, я переживаю какой-то опыт новый. Первое, что я отметила в своей книжечке, это причинно-следственные связи. На самом деле, проанализировав всю вот эту ситуацию, расставание, вот это все, моя вот эта реакция, когда я переживала, передумывала вот эти мысли, крутила, вертела в своей голове, это ни к чему хорошему меня не привело. И я просто улетела с линии равновесия в линию печали, грусти. И это состояние очень отвратительное, и никому не желаю его пережить. Но чтобы остаться на этой линии ровной, балансом, к которой мы стремимся каждый день, нужно знать причинно-следственные связи. Еще раз скажу, что проанализировав эту ситуацию, я знала, что этим все кончится, что я буду страдать. Я знала, что человек абсолютно другой, абсолютно не тот, не тот, который нужен. И я знала, когда мы первый раз встречались, что мы расстанемся. И не знаю почему. Мне хотелось это пережить, мне хотелось расстаться, мне хотелось пострадать. И сейчас я хочу сказать, чтобы мы прислушивались к своей интуиции. Потому что интуиция никогда нас не подводит. Она никогда не подводила меня. И я очень часто ее не слушаю. И это очень неправильно. Проанализируйте свою ситуацию, что вы чувствовали, что вы думали. И, может быть, вы узнаете, что действительно эти отношения были обречены, и вы это прекрасно знали, но не хотите сознаваться в этом. До отношений я была совершенно разбитым человеком. И у меня была мысль, что если я встречу человека, с которым у меня будут отношения, это будет любовь, это будет классно, я буду наполнена, и будет все отлично. Но так не работает. Нужно выбирать себя, нужно любить себя. Любить себя не значит намазывать банки крема на свое тело, а это значит чувствовать, что ты хочешь. И в тот момент я абсолютно не знала. Нет, я знала, что я хочу, но я это не делала, потому что я чувствовала напряжение со стороны окружающих. И когда ты подросток, я не видела из этого выхода, что делать, что ты хочешь. Потому что тебе говорили, что надо делать. Но, знаете, это надо, это им надо, а тебе это не надо. И надо слушать себя, слушать свои импульсы, что ты хочешь. И даже перейдя в порог более взрослого возраста, все равно я оставалась в окружении тех людей, которые мне говорили, что делать надо. Но, еще раз повторюсь, это их надо, это не твое надо. И чувствуешь ли ты сейчас, что ты делаешь именно то, что ты хочешь?
что это не навязано со стороны. Это даже может быть навязано быть твоими какими-то представлениями о тебе, но на самом деле какой-то импульс из глубины души, он идет, и он хочет абсолютно другого. Это нужно тоже очень учитывать. И даже когда я снимаю это видео, этот импульс идет, что мне надо снимать видео и чем-то делиться, потому что информации очень много поступает ко мне, и я переполняюсь ей, и я не очень себя хорошо чувствую, когда я не делюсь этой информацией. Поэтому второй мой совет — это слушать себя, свои внутренние глубинные импульсы, и тогда это будет выход в новый уровень, и вы почувствуете обязательно эту разницу. Следующий мой совет — это создавайте что-то творческое. Когда мы видим какой-то результат нашей деятельности, у нас сразу появляются позитивные эмоции, и мы видим, что мы что-то можем, и это нам придает уверенности. Я, например, научилась вязать с нуля. Для меня это была вообще абсолютно далекая тема, но я решила, что я хочу создавать что-то прекрасное, и у меня началось получаться. Это получалось, конечно, не сразу, и прошло уже очень много лет с того момента, как я начала свою первую игрушку, и сейчас мой уровень, конечно, уже лучше. И хочу вам показать, что у меня получилось в ближайшее время. Это такой брелочек. А это рыбка. И вы можете подумать, что на рыбку это совсем не похоже, но это мыслеформа. Это такая рыбка, воображаемая рыбка. Так, и вот большая работа такая, это вот медведь. Я ему шила комбинезон. Тут упала такая лямочка. И я думаю, что он будет очень красивый. Следующий мой совет — это общайтесь с людьми. Как бы тяжело не было, не нужно закрываться. Если вы человек необщительный, каким была я раньше, то можно, например, сходить к мастеру маникюра, к новому, и пообщаться с новым человеком. И очень большая вероятность того, что со стороны своего опыта он вам даст какую-то новую мысль, которую вы потом примените, и все так постепенно закрутится, и вы придете к какому-то новому видению этой ситуации. Если вы мужчина или парень, то можно сходить в какой-нибудь барбершоп или к индивидуальному мастеру, который также будет общаться с вами. Еще что мне помогло в той ситуации, это действительно я применила, но применила не сразу, не на первых позывах какого-то провала в негативное состояние, а немного погодя. Ну, просто такие возможности, у всех разные возможности. Это поездка. У меня была поездка на море, и это абсолютно перезагрузило меня. Я уже вообще отпустила просто эту ситуацию и уже жила дальше. Не было такой зацикленности. И тут даже поездка, может быть, не на море, а просто в какое-то место, может быть, даже не на неделю, а на 2 дня, в котором вы раньше не были, и которое просто создаст атмосферу перезагрузки, и вы тоже отпустите ситуацию и как-то посмотрите на нее по-новому. Если тебе было это видео полезно, обязательно поставь лайк, напиши комментарий, в какой ситуации находишься ты, какое видео тебе было бы полезно еще услышать от меня.